Всем привет! Меня зовут Диана Анкудинова, и сейчас я отвечу на ваши вопросы специально для журнала «Гламур». Диана Анкудинова. 18 лет. Победительница сразу 2 сезонов шоу «Ты супер» на НТВ. В ноябре 2021 года Диана, обогнав звездных соперников, выиграла в музыкальном проекте «Show Must Go On». Ее голосом восхищаются мэтры отечественной эстрады, а видео с ее выступлениями набирают в интернете десятки миллионов просмотров. Как ты начала заниматься музыкой? Детство мое было, так сказать, не самым сладким, но в 5 лет что-то изменилось, я попала в очень хорошую семью, и можно так сказать, что моя жизнь началась именно с 4,5 лет. Карьера моя с каждым годом потихонечку росла именно благодаря моей семье, потому что они отдали меня в музыкальную школу, в разные музыкальные кружки, и все, что я любила, везде меня пихали, так сказать. И в итоге я нашла себя в сольном пении, в вокале, и участвовала в разных конкурсах, в итоге дошла до голоса, потом был «Ты супер», «Ты супер-супер сезон», и сейчас «Шоу Must Go On». Какое получила образование? Вообще я закончила 11 классов в школе, закончила 7 лет музыкальной школы. У меня за плечами есть какая-то танцевальная школа, танцевальная студия «Элеганс». И сейчас я учусь в вузе ГИТИС. Ты сталкивалась с дедовщиной в детском доме? Я была очень маленькая. Конечно, я помню какие-то моменты, когда был какой-то, так сказать, буллинг со стороны старших в детском доме, но, к счастью, я была там не так долго, поэтому не могу сказать, что я прям сильно это помню. Что нужно изменить, чтобы жизнь ребенка в детском доме не была такой тяжелой? Мне кажется, что чтобы детям было больше комфортно жить в интернатах, во-первых, нужно, чтобы там было меньше детей, дай бог. И, во-вторых, чтобы там была больше все-таки домашняя атмосфера, и педагоги вели себя больше все-таки корректно и подобающе, как взрослые, по отношению к детям, потому что очень часто, есть такая тенденция, что взрослые, их надо уважать, и они могут себе очень много чего позволить. А это не очень хорошо, особенно для ребенка, и особенно в интернате, потому что он там один, ему нужна защита, и семейная обстановка, семейные отношения очень нужны и важны. Как изменилась твоя жизнь после участия во всех шоу? Конечно, после разных музыкальных шоу, в которых я участвовала, меня стали чаще узнавать на улицах, стали чаще подходить, и вообще, в принципе, по-другому ко мне стали относиться, и это чувствуется, естественно. Когда на «Голос дети» к тебе не повернулся ни один из наставников, что ты почувствовала? На «Голосе» мне было 13 лет, и, честно скажу, это было слегка неожиданно для меня, что никто не повернулся. Я пела йодель, а это считается очень сложным вокальным приемом, и считается, что человек, если умеет петь йодель, значит, он умеет петь все. К сожалению, судьи этого шоу этого не услышали, или, может быть, не захотели этого услышать. Я не буду пока что раскрывать все эти карты. Просто могу сказать, что мое отношение к шоу в тот момент поменялось. Я поняла, что это, возможно, не так честно, возможно, не так легко, как я думала. И это меня закалило, как и все остальные моменты в моей жизни такие. Но я не скажу, что я расстроилась, потому что на моем пути, на моем горизонте светился проект «Ты супер» даже на тот момент. И я знала, что я докажу всем, что я что-то стою. Тебе стали писать хейтеры, когда Игорь Крутой в эфире проекта «Ты супер» подарил московскую квартиру. Много? Я могу сказать, что хейтеры были не только в интернете после этой огласки. И когда мне в итоге подарили эту квартиру, Игорь Яковлевич крутой, очень хороший человек, всегда ему благодарна за это буду. Я бы хотел от себя прогарантировать тебе, что тебе будет где жить, когда ты поступишь в музыкальный колледж. От меня квартира в Москве.
когда все узнали, что мне подарили эту квартиру, конечно же, было очень много зависти, было очень много лести в мою сторону, и это также меня укрепляло, и эта лесть всегда есть в моей жизни, и я просто научилась с этим справляться и как-то не реагировать на таких людей. В шоу «Ты супер» тебе гарантировали поступление в музыкальное училище имени Гнесиных, но в список поступивших ты не попала. Что ты тогда почувствовала? Ты очень хочешь поступить в Москве в вокальный колледж. Это твоя мечта. И поверь мне, тебе в следующем году по возрасту надо будет поступать. Мы сделаем все возможное, и ты поступишь в этот колледж в Москве. Я тебе обещаю. Когда меня не допустили даже до сольфеджио на отборочных турах в Гнесинке, я не расстроилась от слова совсем. Я просто поняла, что это не мое, и мне туда идти не нужно. И, как я очень люблю говорить, когда закрываются одни двери, открываются другие еще лучше. И вот, пожалуйста, мне открылись двери ГИТИСа, который с распростертыми объятиями меня принял. Что нового ты открыла для себя, став участницей проекта «Show Must Go On»? Когда меня пригласили в этот проект, я очень разволновалась, потому что мне сказали, что мне нужно будет судить. Я никогда в жизни этого не делала и не представляла, каково это. Все говорили, что это трудно, но пока не попробуешь на своей шкуре, не узнаешь. И когда мы отсняли первый выпуск, я поняла, что я чувствовала себя абсолютно комфортно. И открыла я для себя именно вот это качество в себе, что я, оказывается, могу также наравне общаться с очень высокопоставленными людьми и могу быть такой общительной, жизнерадостной даже на телеке. Зачем тебе нужна была еще одна победа в очередном певческом конкурсе? Конечно, победа — это круто, это всегда такое поднятие своей самооценки, когда ты побеждаешь где-то. Но в данном проекте для меня все-таки было важнее именно получить большой опыт в общении со взрослыми людьми и в судействе. Ты стала медийной. Теперь у тебя появились друзья среди звезд? Я могу сказать, что медийные друзья у меня появились именно благодаря проекту «Show Must Go On», потому что именно там я уже была в статусе такой же артистки, как и все остальные 8 участников. И именно на этом проекте я очень хорошо сдружилась со всеми коллегами. И могу сказать, что вообще это вот в 2021 году я стала именно какой-то уже не просто девочкой, которая набрала там 100 миллионов просмотров с Dernier Dance на каком-то певческом конкурсе, а именно уже как артист, как певица, которая подает себя как очень стоящий, уважаемый человек. Твои планы в музыкальной карьере? Мне бы очень хотелось дорасти до такого уровня, чтобы я ездила по разным городам и странам со своим туром, чтобы у меня была своя огромная команда и просто быть профессиональным и востребованным артистом, который будет радовать зрителей всю свою жизнь. Если бы не музыка и вокальные данные, чем бы ты хотела заниматься? Мне кажется, что в любом случае я бы занималась именно творческой профессией. Если это не вокал, то, не знаю, может быть, концертмейстер в каком-нибудь оркестре или хореограф, возможно. Что-то именно такое творческое, потому что математика, химия, биология — это вообще не мое. До свидания. Как-то так. Каких исполнителей ты слушаешь? Я с 2017 года фанатею по группе 21 Pilots, ни для кого это не секрет. Очень люблю альтернативную музыку. В последнее время заинтересовалась поп-фолком, поп-роком, даже рэпом слегка. Мне очень нравится Эрика Лундмоен, мне нравится Аника, мне нравится Маркул, Сюзанна. Вот из русских исполнителей мне очень симпатичны эти. Как ты любишь проводить свободное время? Свободное время я очень люблю проводить с собой. И всем советую. В первую очередь нужно очень хорошо понимать себя, чтобы не чувствовать одиночество, как все любят это говорить.
У меня есть хобби, я играю на разных музыкальных инструментах. В последнее время занялась поэзией, сама пишу какие-то строчки, чему очень рада, потому что я шла к этому 4 года, и у меня наконец-то начало получаться. Вообще все, что связано с творчеством, все, что связано с рукоделием, все это про меня, и свободное время я провожу, если мы говорим именно про отдых свободного времени, то именно так. Как ты относишься к тому, что сейчас популярным исполнителем может стать тиктокер, не имеющий вокальные данные? Я просто смирилась с тем, что тиктокеры и вообще люди, которые не имеют никакого музыкального образования, имеют толпы, миллионы поклонников, которые приходят к ним на концерты, и они зарабатывают на этом очень большие деньги. Я просто смирилась с этой информацией, приняла это, и как бы, да, есть в нашей вокальной индустрии и такие моменты, но я к ним не отношусь, слава богу. Не могу сказать, что я негативно отношусь к тиктокерам, просто именно к поющим тиктокерам. Ну, они нашли себя в этом, и они получили какой-то очень большой отклик. Я за них рада. Пожалуйста, делайте, что хотите. Если это дает удовольствие зрителю, отлично. Твои планы на 2022 год? Ну, во-первых, развиваться, закрыть сессию 2-го курса в ГИТИСе, развиваться как артист. Мне кажется, что я выпущу свою именно песню в 2022, именно со своим текстом, со своей музыкой. Я очень иду к этому. И, ну, как-то становиться на ноги уже как настоящий артист, возможно, сделать свой тур. Мне кажется, это возможно на 22-й спланировать. Ну вот такие у меня творческие планы. Сегодня я ответила на ваши вопросы специально для журнала «Гламур». Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Ваша Диана.